Вспышки фотоаппаратов. Толпа ждет. А где-то за воротами аэропорта вот-вот вернется легенда. После недель элегантности, искусства и незабываемых моментов за границей, Ким Тэ Хён наконец-то возвращается домой. Это не просто очередное прибытие знаменитости, это возвращение домой, которого ждал весь мир. Устройтесь поудобнее, сделайте глубокий вдох и почувствуйте тепло этого момента, потому что сегодня Ви возвращается в Корею. Зал прилета в аэропорту Инчон был полон волнения, вспышки фотоаппаратов, крики фанатов и учащенное сердцебиение. После недель выступлений по всему миру и незабываемых моментов, Ким Тэ Хён наконец-то приземлился в Корее. В воздухе чувствовалась иная атмосфера, электризующая, эмоциональная и живая от присутствия человека, который несет элегантность везде, куда бы он ни пошел. Окутанный своей фирменной аурой спокойствия, Тэ Хён вышел в окружении своей охраны, излучая тихое тепло. Даже за маской и кепкой его аура была безошибочно узнаваема, уверенной, грациозной и непринужденно притягательной. Армии сразу поняли – их Ви домой. Поклонники следили за его возвращением с прошлой ночи, ожидая того самого момента, когда он появится в терминале. Когда он наконец-то появился, раздались ликующие возгласы, плакаты были подняты, телефоны подняты, эмоции переполняли их. Некоторые фанаты плакали, некоторые улыбались сквозь слезы, а другие просто шептали: «Добро пожаловать домой, Тэ Хён!». Это не было просто прибытием в аэропорт, это была встреча мировой иконы и людей, которые так сильно по нему скучали. Каждый его шаг напоминал фанатам, что он больше, чем просто знаменитость. Он эмоция, личность, история. И эта история продолжилась сегодня, под яркими огнями сеульского аэропорта. Несмотря на толпу и мигающие огни, Тэ Хён двигался легко, спокойно, вежливо и бесконечно скромно. Он приветствовал нас легкими поклонами, его глаза слегка прищуривались под маской, выражая неизменную любовь фанатов. Его красная толстовка с узором мгновенно стала трендом. Фанаты в интернете назвали ее образом возвращения домой. Социальные сети взорвались в считанные минуты, а хэштеги «Welcome home, Тэ Хён» и «V is back» стали мировыми трендами. Каждая фотография, каждая секунда его прогулки становилась воспоминанием, которое тысячи раз воспроизводилось в разных временных промежутках. И в тот момент Тэ Хёну не нужно было говорить ни слова. Его присутствие говорило громче всего остального. Многие считают, что это возвращение знаменует начало новой захватывающей главы в жизни Тэ Хёна. От захватывающих дух фэшн-моментов в Париже до тихих ночей в студии он постоянно переосмысляет свое искусство. Фанаты не могли не задаться вопросом: что же будет дальше? Новый проект? Неожиданное выступление? Что бы это ни было, одно можно сказать точно. Когда Тэ Хён движется, весь мир за ним наблюдает. Его аура продолжает стирать границы между айдолом, моделью и вечной иконой. И теперь, вернувшись на родину, он, кажется, готов создать еще один незабываемый момент в истории. Когда он проходил по терминалу, энергия была неописуемой. Фанаты скандировали его имя в идеальном ритме. Сотрудники аэропорта отвлеклись от своих обязанностей, чтобы лишь мельком увидеть человека, который без усилий приковывает к себе внимание. Тихое щелканье камер, далекий гул фанатов, выкрикивающих Тэ Хёна, наполняли воздух, словно мелодия. Даже сквозь слои безопасности в этом моменте чувствовалось что-то интимное, словно семья встречала его домой. Никаких громких речей, никаких постановочных приветствий, только чистая, неподдельная любовь между артистом и его поклонниками. Это стало напоминанием о том, что слава меркнет, но связь остается вечной. В считанные минуты все фан-аккаунты в социальных сетях заполонили новые видеоролики с его приездом. Увеличенные фотографии, замедленные видео и трогательные подписи заполонили все платформы. «Он дома» разлетелась в мировой тренд всего за час, доказав, как сильно мир по нему скучал.
Некоторые фанаты отметили, как умиротворенно он выглядел, другие, насколько стильно и непринужденно он оставался, несмотря на хаос. Каждая деталь, от красной толстовки и капюшона до козырька кепки, анализировалась как произведение искусства. Ведь когда речь заходит о Ким Тэ-хёне, даже самые незначительные жесты имеют значение. В Корее СМИ уже начали буршить слухами о его дальнейших действиях. Вернется ли он в новом проекте? Или, может быть, в каком-то коллаборационном проекте, который только предстоит раскрыть? Тэ-хён всегда был мастером тайны, раскрывая только то, что хочет, когда считает нужным. И именно это делает его пленительным. Его молчание говорит так же громко, как его присутствие. Каждое публичное появление становится заявлением, тонким, элегантным и продуманным. И сегодня это заявление стало ясным. Тэ-хён домой и готов к тому, что будет дальше. Для армии этот момент не просто возможность увидеть его снова, но и возможность почувствовать, как его энергия возвращается туда, где все начиналось. От выступлений по всему миру до этого тихого возвращения домой. Его путь словно замкнулся в круг. Фанаты знают, что каждое возвращение означает новое начало, и Тэ-хён никогда не разочаровывает. Когда он исчез в машине, ожидавшей снаружи, приветственные крики провожали его словно благословение. Огни города отражались в окнах, словно сам Сеул шептал «Добро пожаловать обратно». Потому что, когда Ким Тэ-хён возвращается домой, кажется, что весь мир дышит немного легче. Скандирование фанатов постепенно затихало, когда машина Тэ-хёна растворилась в ночи. Но для тех, кто видел этот момент, он останется навсегда символом преданности, любви и принадлежности. Возвращение Тэ-хёна было не просто физическим, оно было эмоциональным, словно частичка тепла, вернувшаяся в сердца армии. Многие не могли сдержать слез, осознавая, как сильно им не хватало его присутствия и тихой грации. Дело было уже не в славе или гламуре, дело было в доме. А для Тэ-хёна дом всегда означал связь, комфорт и любовь, преодолевающую расстояние. Видео с аэропорта теперь циркулируют в интернете словно цифровые любовные письма. Миллионы просмотров, бесконечные ретвиты и искренние комментарии. «Его аура непревзойденна», написал один фанат. А другой добавил: «Даже под маской его душа сияет». Каждый пост был подобен теплым объятиям, разделенному через часовые пояса, объединяя армии от Сеула до Сан-Паулу. Именно такие моменты напоминают всем, что Тэ-хёном не просто восхищаются, его чувствуют. Он излучает редкую энергетику, мягкую, но мощную, скромную, но властную. И каждый раз, когда он появляется на публике, мир вспоминает, почему они в него влюбились. За этим спокойным поведением фанаты верят, что Тэ-хён готовит нечто прекрасное. Возможно, это новая эра, наполненная более глубоким мастерством, новым звучанием и образами, говорящими от всего сердца. Его недавние выступления намекнули на трансформацию, тихую эволюцию, которую может определить только он. Те, кто знаком с его историей, понимают, каждый раз, возвращаясь домой, он становится сильнее и вдохновленнее. Он не гонится за славой, он и есть слава, даже когда молчит. И теперь с его возвращением предвкушение наполняет воздух, словно сердцебиение в ожидании следующего ритма. С наступлением ночи на Сеул фанаты продолжают шептать его имя в интернете, цифровой хор любви и гордости. «Добро пожаловать домой, Тэ-хён!» пишут они снова и снова, словно напоминая Вселенной о его принадлежности к этому месту. Город ощущается другим, мягче, ярче, как будто само его присутствие меняет атмосферу. И где-то за тихими окнами машины, возможно, он улыбается, чувствуя, как любовь снова к нему приближается. Для армии это не просто конец путешествия, это начало новой истории, которую нужно беречь. Потому что когда Ким Тэ-хён возвращается домой, мир не просто наблюдает, он чувствует. И на следующее утро заголовки по всей Корее пестрели одним именем – Ким Тэ-хён.
Новостные агентства крутили ролики с его приездом, фанаты анализировали каждую секунду, и даже случайные зрители не могли отвести взгляд. Его спокойствие было что-то притягательное, словно весь шум вокруг склонялся в тихом уважении. Он не пытался никого впечатлить, но каким-то образом все были тронуты. В этом сила Тахьона, утонченного, неподвластного времени и незабываемого. Он не просто возвращается в Корею, он возвращается в сердца, которые никогда не переставали его ждать. Каждый кадр из видео с его приездом стал символом утешения для поклонников. Его походка, мягкое покачивание толстовки, короткий взгляд на толпу – все это казалось кинематографичным. Как будто жизнь остановилась на секунду, чтобы запечатлеть этот идеальный момент воссоединения. Для ARMY Тахьон не просто певец или икона, он частичка их ежедневного счастья. И именно поэтому каждое возвращение домой ощущается как праздник не только для него, но и для всех, кто его любит. Потому что с Тахьоном даже тишина ощущается как музыка. Поэтому, когда мир снова приветствует его дома, одно остается неизменным – любовь, которая его окружает. Это любовь, выстроенная годами через музыку, смех и невысказанную связь. И хотя он может сейчас вернуться к своей тихой жизни, его влияние продолжает ощущаться далеко за пределами. Поклонники терпеливо ждут, зная, что все, что он готовит дальше, будет стоить каждого удара сердца. А пока послание остается простым и сильным. «Добро пожаловать домой, Ким Тахьон! Мы очень скучали по тебе». Потому что куда бы он ни отправился, мир всегда ждет его возвращения. И пока гаснут огни и постепенно затихают отголосы ликующих фанатов, остается одна истина. Ким Тахьон не просто возвращается домой, он возвращается туда, где началась его история. История, написанная со страстью, изяществом и той магией, которая свойственна только ему. Если этот момент тронул ваше сердце, расскажите нам об этом в комментариях ниже. Что вы почувствовали, увидев возвращение Тахьона домой? Не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться, ведь это только начало еще одной прекрасной главы в истории Тахьона.